Это видео было снято потому, что меня всегда очень вдохновлял взгляд Тэхёна на Чингука. В его взгляде, когда он останавливается на Чингуке, есть что-то такое очевидное. И вопреки распространенному мнению, именно Тэхён всегда следит за тем, чтобы Чингук был внимателен, как будто мы сами этого даже не замечаем. Поэтому я думаю, что, несмотря на то, что мы очень скучаем по участникам и так мало о них слышим, как будто нам нужно убедиться, что они по-прежнему близки друг к другу, на самом деле нам не стоит об этом беспокоиться. Многие из вас, вероятно, понимают это чувство, и это совершенно нормально. Особенно учитывая песни, которые рекомендовал Тэхён, предысторию некоторых из них и отсутствие взаимодействия с начала этого года, некоторые люди боятся, что та очевидная привязанность, которую они испытывают друг к другу, закончилась. Но я могу лишь продолжать снимать подобные видео, чтобы показать, что это не так. Никого не должно удивлять, что именно Тэхён больше всего скучает по Чингуку. Недаром он всегда был самым большим поклонником Чингука. Он продолжает восхищаться им издалека, даже находясь так близко. Было почти больно видеть, как любовь переполняла его взгляд, словно он не мог отвести взгляд. Казалось, он забыл, что вокруг столько камер и телефонов, записывающих этот момент. В определенные моменты его мысли, казалось, были сосредоточены только на одном человеке, а этот человек даже не замечал направленного на него взгляда. И это лишь подтверждало, что глаза Тэхёна всегда искали Чингука. Это был не первый раз, когда эти взгляды передавали то, что он не мог выразить словами. Тэхён часто смотрел на Чингука так долго, что, казалось, был поглощен каждой мелочью, которую тот делал в его присутствии. Я хочу подчеркнуть это, потому что, хотя я, вероятно, сняла слишком много видео, говоря, что Тэхён не может скрыть своих чувств, это правда. Трудно найти другое объяснение тому прекрасному взгляду, который он всегда бросает на Чингука. В большинстве других случаев мы бы посчитали это просто случайным, незначительным моментом. Но когда Тэхён посвятил песню Чингуку перед тысячами людей, я не могла не задаться вопросом, было ли это запланировано или просто спонтанным порывом его сердца, сработавшим быстрее, чем логика. Если бы не это, мы, возможно, никогда бы не увидели, как они прикасаются друг к другу, улыбаются, произносят слова, глядя друг другу в глаза, а затем держатся за руки, прежде чем, наконец, отпустить друг друга. Вы можете иметь другое мнение, и никто вас за это не осудит. Но даже если вы не видите это так же, мы все равно знаем, как Тэхён часто играет с волосами Чингука. Возможно, это просто привычка, и не стоит воспринимать это как нечто романтическое. Но также не будет ошибкой считать это одним из способов, которыми Тэхён проявляет свою привязанность. Он поправляет волосы Чингука, создает милые прически пальцами, а затем смеется над результатом. Похоже, это один из способов, которым он выражает свою заботу о Чингуке. Или, может быть, это также связано с потребностью Тэхёна в физическом контакте, которая всегда кажется сильнее, когда дело касается Чингука. Но дело не только в том, как он смотрит на него или балует его. Я говорю о том, как Тэхён всегда уделяет внимание Чингуку, как будто он всегда наблюдает за ним и заботится о нем. Возможно, это только мое восприятие, и вы не обязаны с ним соглашаться. Но то, как это внимание передается, всегда оставляет теплое чувство, которое трудно объяснить. Мне невероятно мило наблюдать, как Тэхён смотрит, как Чингук качается на качелях, как будто он не может не улыбнуться такой простой вещи. Такое же теплое чувство возникает, когда Тэхён улыбается, просто наблюдая, как Чингук бегает с куклой во время выступления. Иногда кажется, что все, что делает Чингук, полностью захватывает внимание Тэхёна. Создается впечатление, что самое интересное в мире – это то, что говорит Чингук или что он делает в данный момент. С другой стороны, сам Чингук часто, кажется, не может скрыть своего желания хорошо выглядеть перед Тэхёном. Не успев подумать, он уже надевает корону или какой-нибудь милый аксессуар, чтобы похвастаться перед Тэхёном. Вероятно, это сложно объяснить идеально. Так же, как я никогда не смог бы объяснить, почему они так заботятся друг о друге. Конечно, все участники BTS заботятся друг о друге. Это не что-то исключительное для них двоих. Но все же есть что-то особенное,
если посмотреть на это с другой стороны. Например, как Тэхён иногда все еще воспринимает Чингука как младшего брата, о котором нужно заботиться, хотя Чингук уже совсем взрослый. В том, как Тэхён заботится о внешности и комфорте Чингука, есть что-то невероятно милое, как будто сам Чингук об этом не думает, и Тэхёну приходится ему напоминать. Например, когда Тэхён честно признался, что раньше часто кормил Чингук. И что забавно, эта привычка, похоже, никуда полностью не исчезла. Как будто Тэхён не может насытиться той ролью, которую он играл, когда Чингук был младше и нуждался во внимании своих старших товарищей. Он до сих пор проявляет ту же заботу. От угощения его, когда есть возможность, и напоминаний пить молоко, чтобы он вырос, до других мелочей. И что интересно, Чингук, кажется, никогда не отвергает это внимание. Как будто он к нему привык, или, может быть, и ему это даже нравится. Забота Тэхёна видна даже в самых простых играх. Он готов помочь Чингуку, поддержать его и даже не против проиграть, лишь бы Чингук выиграл. Бывают и моменты, когда на лице Тэхёна можно увидеть искреннюю заботу. Иногда он даже, кажется, забывает о камере, потому что слишком сосредоточен на благополучии Чингука. Например, когда он беспокоится, что Чингук без перчаток и боится поранить руки. Или когда Чингук переживает трудные времена из-за обстоятельств, не зависящих от него, а Тэхён остается рядом, словно одного его присутствия достаточно, чтобы помочь. Точно так же, когда Чингук плачет, а Тэхён пытается его утешить. Все эти моменты кажутся такими искренними. Даже в самые тяжелые и меланхоличные моменты Тэхён всегда рядом по-своему. И, возможно, именно поэтому многие считают, что никто не любит Чингука так, как Тэхён любит их. Независимо от того, как каждый интерпретирует их отношения, одно всегда было ясно – забота, внимание и привязанность, которые они проявляли друг к другу на протяжении многих лет. И, возможно, именно это согревает сердце многих людей, когда они видят их вместе. И, возможно, причина, по которой многие до сих пор вспоминают их моменты, заключается не в желании что-то доказать, а в теплом чувстве, которое всегда остается после того, как их видят вместе. Есть что-то такое простое, но трудно объяснимое в том, когда Тэхён и Чингук находятся в одной комнате. Дело не в том, что они всегда делают что-то грандиозное. На самом деле, часто именно мелочи, почти незаметные детали, привлекают к ним внимание. То, как Тэхён подсознательно ищет Чингука в толпе. То, как его глаза следят за шагами Чингука, даже когда он разговаривает с кем-то еще. И то, как он кажется намного спокойнее, убедившись, что Чингук рядом. Возможно, некоторым людям такие вещи не кажутся важными. Но для тех, кто следил за их путем на протяжении многих лет, именно мелкие детали часто говорят о многом. Потому что близость не всегда нужно выражать словами. Иногда близость лучше всего проявляется в привычках, которые никогда не меняются. И у Тэхёна таких привычек много, когда дело касается Чингука. Даже когда все внимание приковано к ним, Тэхён все равно кажется человеком, который естественным образом интересуется Чингуком. Как будто это рефлекс, не требующий размышлений. Например, когда участники заняты своими делами. Когда все двигаются в разных направлениях. Когда камера не направлена на них. Но все же Тэхён умудряется заметить Чингука. Иногда это всего лишь взгляд. Иногда всего несколько секунд. Но этого достаточно, чтобы люди поняли, что его внимание никогда не отвлекается. То же самое относится и к Чингуку. Потому что, хотя многие часто говорят о том, как Тэхён смотрит на Чингука, есть множество моментов, когда Чингук делает то же самое. Он может не всегда выражать это эмоционально. Но бывают моменты, когда он, кажется, чувствует себя совершенно комфортно, просто находясь рядом с ним. Как будто одного присутствия Тэхёна достаточно, чтобы разрядить атмосферу. Возможно, именно поэтому их время, проведенное вместе, всегда кажется особенным. Дело не в том, что они пытаются создать какие-то моменты.
просто они происходят естественно. Например, когда они смеются над вещами, которые никто другой даже не понимает. Например, когда они смотрят друг на друга на секунду дольше, чем нужно. Или когда они идут рядом, не говоря ни слова. Есть комфорт, который может создать только время. А ведь они провели так много времени вместе. Они росли вместе. Учились вместе. Вместе стремились к одним и тем же мечтам. Вместе переживали трудности. Наблюдали, как каждый из них вырос из мечтательных подростков в мужчин, известных во всем мире. Возможно, именно поэтому у их отношений такой прочный фундамент. Не из-за одного-двух моментов, ставших вирусными, а из-за тысяч маленьких моментов, которые никогда не были запечатлены камерами. Тысячи дней, проведенных за кулисами. Тысячи разговоров, которые никто никогда не слышал. И тысячи проявлений заботы, которые публика никогда не видела. Вот почему так много людей до сих пор тронуты, когда видят улыбку Тэхёна Чингуку. Или когда Чингук подсознательно ищет Тэхёна в толпе. Потому что за всем вниманием публики, всеми концертами, всеми наградами и всеми невероятными достижениями, которых они добились, есть два человека, которые, кажется, находят утешение в присутствии друг друга. И, возможно, именно это делает их историю такой особенной. Не из-за того, что о них думают люди. Не из-за теорий фанатов. А из-за искренности, которая видна в каждом их маленьком взаимодействии. Искренность, которую нельзя навязать. Искренность, которой нельзя научиться. Искренность, которая появляется только тогда, когда кто-то действительно что-то значит для другого. И пока эта улыбка все еще появляется, когда они видят друг друга. Пока это маленькое внимание все еще остается. Пока они все еще находят поводы посмеяться вместе. Тогда всегда будет что-то прекрасное, что можно помнить о Тэхёне Чингук.